Здравствуйте еще раз. Сегодня тема семинара — это мое учение о Боге, управление фундаментальными процессами. В данной теме я показываю, каким образом можно, например, фундаментальный процесс какой-либо, который мы считаем, например, фундаментальным, сделать как, например, систему управления, то есть управлять на уровне фундаментальных законов мира, а также и использовать внешнее управление для того, чтобы процесс, вообще говоря, сделать фундаментальным. То есть какой-либо процесс просто привести к фундаментальному уровню. И в данном аспекте управления мы сразу же решаем задачу комплексного управления, потому что любой процесс, который приведен именно к фундаментальному уровню, он становится более устойчив в управлении, и получается, что в этом случае мы получаем уже сопоставимую задачу с точки зрения начального уровня, да, потому что начальный уровень, он находится всегда на уровне фундаментального плана. Ведь здесь есть такой принцип, что если рассмотреть уровень, например, управления, идущий от Бога, то там есть уровень начального действия, да, и если рассмотреть более глубоко уровень начального действия, любого начального действия, то мы можем рассмотреть присутствие действия Бога как уровень, ну, как бы первичного начала, так скажем. То есть человек, который принимает решение, и если это решение начальное, именно созидательное решение, например, как он считает, ну, начало некого действия, да, то тогда получается, что, собственно говоря, сам уровень управления, он все время двигается в сторону человека. Чем более начальное действие для человека, тем ближе фактически к телу человеку. Да? Если исходить из уровня самого первичного для человека, то первичным уровнем вообще является его физическое тело, например, да? Далее там его душа и так далее. Дальше он уже видит Бога. И вот здесь мы можем видеть фактически, вот как он, например, видит Бога, да? Каким образом. То есть чем более начальное действие для человека в каждом деле получается, тем ближе он к действию Бога и к восприятию Бога. И получается, что фундаментальное именно управление и управление этими процессами фундаментальными — это есть уровень, когда человек старается охватить, так же, как делает Бог, он старается охватить все элементы реальности с точки зрения их реализации в своем восприятии, ведь для Бога фундаментальный уровень — это уровень, когда он воспринимает все как контролируемое, то есть личное действие. Вот как Бог распознает фундаментальный, да, уровень, когда он рассматривает процесс с точки зрения человека, он просто-навсего воспринимает действие как личное действие. И вот когда человек начинает действие воспринимать как личное, то уровень именно фундаментального плана управления здесь заключается в том, что он, то есть человек приводит фактически весь объем управления как бы к самому себе, то есть к начальному уровню. Да? И получается, что для того, чтобы процесс реально охватил все явления, ну или там максимальное количество явлений реальности, для того, чтобы получить какие-то сопоставимые решения, ну, например, там, Бог вечно живущий, значит, человек не должен умирать, значит, он должен жить тоже вечно. Да? Сопоставление фундаментальных планов, их понимание. Получается, что за счет понимания этого ракурса реальности мы производим такое же стягивание. Например, приведение информации от того человека, который должен воскреснуть, или уже воскресшего, к информации Бога. Ну, некий элемент там слипания, да, стягивания в сторону Бога. То есть, если человек стягивает управление в сторону себя, то когда идет вытягивание в сторону Бога, то там уже он становится живым в свете Бога, да, то есть он воскресший уже. То есть вот здесь вот уровень сопоставления фундаментального и действия приводит к тому, что действие становится тоже фундаментальным. То есть существует порядок определенного как бы фундаментального действия. То есть не каждое действие можно отнести к разряду там фундаментальных неких процессов управления, потому что есть следственные, есть там быстротекущие, есть реагентные системы. Реагентные тоже могут быть фундаментальны, но тогда человек должен это познать. Не всегда реагентная система управления фундаментальна.
То есть человек где-то находится, он может совершить какое-то управление, но это может быть просто управляющий контекст, но он может не находиться, например, в фундаментальной системе мира в этот момент, да? Его душа может находиться в следственной системе управления. Тем не менее, управление может вполне сработать, но именно управление фундаментальными процессами подразумевает, что вы специально выводите управление именно в уровень фундаментальный, там, где есть фундаментальные законы мира, которые, в принципе, на самом деле, они практически не меняются. То есть есть системы, которые не зависят от сознания человека, и они как бы существуют более жестко, чем там какие-то вот, предположим, даже известные телодвижения человека, да, одни и те же, или там сила тяжести и так далее. Поэтому получается, что мы можем иметь дело с определенным абсолютным уровнем как бы управления, но при этом совершенно рядом на уровне логики, на уровне сознания существует всегда уровень, когда человек может именно реализовать фундаментальный уровень за счет собственной воли. То есть он может любой процесс динамически сделать фундаментальным. То есть фактически создать свойства фундаментального управления для любого аспекта управления. Здесь аналогия примерно такая. Если есть какой-то цвет действия, да, некий там фонарик, то мы можем к этому цвету приблизить все другое, поставив фильтр, да, некий. И получается, что мы можем вполне любой процесс, который, например, нам нужен, сделать фундаментальным в действии, но все равно это не будет означать, вот здесь очень жесткая диспозиция управления, что процесс изначально фундаментальный. Так же, как изначально есть Бог, и можно только к Нему приближаться. Да? Поэтому, исходя из этого, мы можем четко определить, что вообще для человека, в общем-то, фундаментальный уровень, то есть как он вообще воспринимает. Вот здесь элемент восприятия, как человек дифференцирует фундаментальный уровень управления. То есть что он считает для себя фундаментальным, и как он делает некую выборку, то есть какой инструмент реализации, как он, в общем-то, осознает. Но изначально в душе человека есть абсолютное осознание именно фундаментального уровня. То человек, в принципе, там находится, вообще говоря, в любой ситуации. Если задать вопрос и сразу же посмотреть на себя, да, как ответ, то видно, что человек всегда находится в фундаментальном уровне управления, ибо Бог создал его в центре всей информации. И он фактически оттуда не выводится в управление. Вот. Тогда возникает вопрос, как он попадает в сознание в следственные системы. Да? То есть если он изначально находится всегда в фундаментальном уровне, иначе быть не может, он же создан Богом, значит он создан именно в фундаментальном центре мироздания. И вот понятие следственных систем – это как раз-таки система взаимодействия, да, взаимоотношений. То есть чем больше человек втягивается в систему взаимодействия, тем он больше попадает в следственную систему. Ведь если рассмотреть, что есть некое пространство, например, там, необитаемый остров, и там живет человек, он все время считает, что вот вокруг него все очень серьезно, мир очень интенсивный, и он все время воспринимает все как систему фундаментального действия. То есть он близок в своем восприятии к тому, что изначально и есть. Да? Но тогда зачем, скажем так, так абстрактно, если подойти, зачем Бог создал людей вместе, да, а не на отдельных островах? Значит, исходя из процесса, во-первых, есть половой признак развития, да, человечества, но здесь еще есть фактор, что создание следственных систем – это и есть тоже создание, такое же точно, по большому счету, или по крайней мере, по определенному ряду действий, так, как делает и создает Бог. То есть следственная система действий человека построена по такому же принципу, как фундаментальная система от Бога идущая, действие Бога. Получается, что любое следственное действие человека, то есть некое мероприятие взаимодействия с другим человеком или даже с внешней средой, то есть даже на необитаемом острове, он все равно вынужден попадать в следственную систему человека, что-то делая, да?
Все это построено на признаках и на структурах действия, как делает Бог. То есть любому действию можно соотнести, причем в прямом векторном, так скажем, варианте, действие Бога изначально. И как только мы начинаем распознавать эту систему реальности, то, да, действительно, любой тогда элемент может обладать свойствами фундаментального действия. Тогда упрощается существенное количество задач. Например, есть, там, состояние здоровья, да, человека. Фундаментальное действие — человек здоров, например, следственное, там, следующее действие — человек имеет какие-то проблемы. Нам достаточно неким волевым усилием вывести его, например, в фундаментальную систему управления, и он оздоравливается. То есть мы как бы фактически выводим в нормирование его самого в виде действия. Ведь очень важно в виде аксиомы даже надо воспринять то, что человек — это и есть тоже действие Бога. То есть он в данном контексте управления, чтобы его управление было фундаментальным, да, то есть вы его оздоровили, здесь нужно смотреть, что причем не такое вот как бы некое действие зависимое, там, не некое там управление, где человек именно только действует под влиянием Бога, а все-таки это в логическом больше понимании, да, действие Бога, при этом он совершенно независим. Но когда мы рассматриваем человека как действие Бога, мы как раз выводим в уровень фундаментального управления. Это достаточно здесь понятно. И когда мы начинаем рассматривать, все-таки я больше сейчас говорю о прикладном аспекте фундаментального управления, когда мы начинаем рассматривать все-таки истины, ну, то есть от души идущий фундаментальный уровень, где как бы даже нет движения, да, но все воспринимается на уровне фундаментальности знания, тогда получается, что мы находим уровень, сопоставимый душе. Например, почему душа другого человека обладает уровнем фундаментальности, ну там чувства товарищества, там, некой глубокой дружбы или какого-то внутреннего там, действия по отношению к человеку, когда другой осознает именно фундаментальное действие, фундаментальный уровень другого человека. Кстати, вот в системах воскрешения всегда рассматривается фундаментальный уровень восприятия другого человека. То есть другой человек воспринимается как абсолютная гармоничная сущность. Вот тот человек, которого, например, воскрешают. То есть он воспринимается всегда на фундаментальном уровне, по сути. Потому что он есть, ну, как бы максимально важная величина как для самого себя, так и для того, кто его воскрешает. И получается, что исходя из системы управления, также, кстати, при лечении сложного тяжелого заболевания, да, другой человек воспринимается на серьезном, на как бы максимально глубоком серьезном уровне. Когда в восприятии он выводится в эту ситуацию, как бы в это состояние, тогда интенсивно идет лечение. Например, можно там сделать управление и мгновенно, в том числе, вылечить путем просто технологий, да, технологического уровня, оптического управления. Но вот именно сдвинуть всю реальность там, в управлении, получать именно фундаментализм управления, здесь уже все-таки нужно ваше личное фундаментальное действие, где вы затрагиваете глубины своей собственной души. И в связи с этим вот эта вот ситуация, идущая из глубины души, да, когда человек все-таки работает самым, скажем так, глубоким уровнем души, а по сути всей своей личностью, он начинает, значит, осознавать, что для него есть уровень, ну, как, скажем, фундаментализма как таковой, то есть что вообще в мире в этом существует, как уровень реального или там, внутреннего мира, да? Как уровень не только там то, что он сам воспринимает, а уровень мира вообще, как в принципе мир, да, устроен. Когда он начинает осознавать это, он начинает понимать, что между внешним миром, то есть событие мира, да, какое-то, он его видит, дифференцирует в виде там некого света, даже это не физическое событие, а информация, да, которое может быть и физическим событием. Но вот переход от события к душе такой, что там нету пространства перехода. То есть как только он начинает осознавать, что душа
и это событие находится в одном уровне пространства, да, хотя он четко понимает, что это не внутри его души, это просто однотипное пространство. Он попадает в ту структуру, что вот аксиома следующая, что пространство души и внешней реальности, когда одно и то же, то мы имеем фундаментальный уровень управления изначально. То есть человек, созданный фундаментально Богом в пространстве, скажем, некого фундаментального управления, начинает осознавать это пространство. То есть фактически, по большому счету, это пространство, в общем-то, предшествующее даже уровню создания души. Это же человека, да? Почему человек может знать вокруг себя, значит, больше, чем он там может видеть физически, да, например? Потому что он может находиться вот в этом пространстве сознанием до уровня создания души. Душа создана Богом, и она, в общем-то, создана изначально, от начала времени. То есть это как бы другой уровень пространства, но есть физическое как бы пространство, да, которое, ну, оно воспринимается как пространство как бы геометрическое, так скажем. Есть временное пространство, это как геометрическое. И вот геометрическое пространство, которое существовало до как бы, ну, начального, как бы активного уровня существования души, организации души, да? До уровня организации души как таковой. И здесь любой элемент реальности, он имеет однотипную систему, ну, как бы вибрации. То есть от него исходит одна и та же информация первично. Сюда можно помещать любой элемент реальности и получать одно и то же свечение. Один и тот же уровень восприятия на уровень души, духа, сознания. Это есть фундаментальный уровень души человека, значит, который воспринимает мир именно все-таки в фундаментальном ракурсе. То есть это есть, вообще говоря, для большинства людей это есть естественное состояние, которое вкладывается в любое их действие. То есть человек, получается, да, живет в структуре до своего собственного как бы уровня создания в действии. Но действительно человек же старается прогнозировать и определенным образом воспринимает свое будущее. И получается, что человек все время находится на уровне, по сути, опережения следующего действия. Почему такой вот, например, огромный мир, да, но он, тем не менее, не рассыпается, то есть какие-то связи позволяют держать, да, этот мир в условиях той конструкции, которая воспринимается людьми как, например, там, физическая конструкция. Потому что человек все время находится на уровне опережения события. И фактически, если только он где-то не успевает, то есть отвлекается внимание, тогда что-то впереди происходит, там, например, неблагоприятно может произойти. А вот по этой конструкции управления, ну, с точки зрения фундаментального закона мира, по всеобщности, да, фундаментального действия и действия Бога и человека одновременно, мы видим, что здесь существует вот такая, она несколько, может быть, необычная, да, для восприятия конструкция, но она существует в виде очень конкретного закона распределения информации. И более того, этот закон действует и в физическом теле человека внутри. То есть если мы рассмотрим взаимодействие, ну, такой простой принцип. Человек решил задуматься и, значит, посмотреть как бы внутрь себя, да, как вообще он устроен. Как он тогда должен пройти во внутреннюю конструкцию управления, да? То есть как он должен попасть как бы внутрь себя через элементы сознания. Получается, что он может попасть, если он как бы не видит, ну, границ для своего сознания. То есть он может себя точно познать, если он преодолевает внутреннюю систему, там, физическую систему, попадает как бы в однотипную систему. То есть он не должен видеть разницу между стартовым уровнем, да, информации, как я сказал, фундаментальный уровень можно перевести любую структуру информации, и она будет иметь одну и ту же систему действия, свечения. Да? То есть там будет одна и та же первичная информация при разности действий. Это вот несколько тоже необычное восприятие. То есть мы понимаем, что система другая, но мы воспринимаем одну и ту же информацию. То есть как, например, иметь яснознание, значит, или управляющее знание. Да? Надо находиться, получается, ну, в любом состоянии, да, получается, как бы в одном и том же, по сути, может, но получать разную информацию от предметов.
Вот это и есть характеристика этого пространства. Какие-то предметы в фундаментальном плане воспринимаются как знание их действия или знание об этих предметах. Речь идет, например, о предметах каких-то событийных. И вот разница только в том, что человек другой воспринимается как динамика развития жизни, как другая система информации, да, однотипная, то есть она воспринимается как полная система информации. В чем разница в этом случае восприятия человека или какого-то события или там, предмета? Человек как раз-таки это есть новое, это есть жизнь. Человек воспринимается как жизнь. И когда, например, вы в этой системе рассматриваете, ну, что тогда для, например, человека, да, отношения человек к человеку, есть фундаментальный уровень. Это очень просто. Фундаментальный уровень — это бесконечность, вечная жизнь человека. Это фундаментальный уровень. То есть для человека, получается, существует только один уровень там, как бы реального фундаментализма восприятия — это его вечная жизнь. И когда мы, например, ну, хотим сопоставить, что это нам дает, да, во-первых, сразу я человек должен жить вечно. И здесь получается, что сопоставление как бы внешних элементов реальности с тем, что в будущем, например, происходит с другими элементами реальности, то есть там, с теми же, которые являются внешними, там, или с действием человека, в плане вот именно бесконечного развития показывает, что человек развивает жизнь в любую другую структуру, то есть он как бы отчеловечивает, он действует в принципе так же, как действует Бог. Создал Бог, создавший человека, значит, его увеличивает, да, ну, значит, путем того, что естественным образом люди развиваются, да, размножаются и так далее. То есть получается, что мы можем здесь, например, очень четко, да, в технологиях вечного развития поставить определенную градацию, где есть, ну, как бы внешнее искусственное развитие, например, там, клонирование или какие-то близкие к этому технологии, потому что клонирование — это не единственная технология развития однотипных систем. Есть, естественно, в будущем могут проявиться другие технологии, там, оптиковизуальные с воспроизводством тела там, и так далее. Проще говоря, оптическая среда там, создает тело. Да? Она, кстати, более интенсивная технология и более приближена к реальному образу человека. Поэтому в условиях бесконечного развития человек должен уметь выдержать свой собственный статус, ну, как бы вид, да? Ведь он изначально создан Богом, он не может потерять свою собственную структуру. Более того, он должен постоянно управлять всеми системами. Например, вот если клонирование очень развито, то это же можно миллионы людей, например, получается клонировать в короткое время, да, там, буквально в годы. А может быть и короче с развитием технологий. Тогда как будет распределяться система взаимодействия человек, да, и, например, клон, да? Значит, при всем при этом клон должен иметь такие же права равные, как и человек. Но насколько, например, значит, у людей есть гарантии, что клоны, предположим, не отделятся как вид и не возьмут управление внешнее, да? Ведь человек имеет такое же развитие, как изначально дано Богом, поэтому здесь существует все равно, у человека всегда существует необходимость контроля за любой системой. Ну, в принципе, включая там, да, развитие самого человека. И получается тогда, исходя из этого, вот это вот пространство фундаментального действия, да, это есть некая разделительная линия между системами внешними, не суть важно какими там, например, там некое инопланетное возможное действие, да, и так далее, и так далее. Хотя, чем выше развитие цивилизации, тем меньше от цивилизации проблем. Но, тем не менее, человек должен всегда брать управление над любой системой, какая бы ни была эта система там, по развитию. Да? Потому что высокоразвитая система внешняя все равно более лояльна, и как бы система контакта здесь упрощается. То есть контроль достигается тем, что цели миролюбивые, да, у внешней системы и у человека. А когда мы начинаем, например, анализировать вот эту вот градацию, как, например, ну, простой, скажем, такой вопрос, как сохранить человека как вид в неизменном состоянии, вот как он там миллионы лет
да, был при условии эволюции различных технокибернетических систем, каких-то методов влияния на клеточную структуру человека, какие-то системы, например, мутационные, да, вследствие там ядерных взрывов, то здесь возникает система, ну, в общем-то, выявления именно вот этих градационных систем. То есть в бесконечном развитии человек очень четко должен понимать и видеть, где есть градация между ним, то есть как вообще опознать другого человека, по большому счету, в бесконечном развитии. Ведь в бесконечном развитии существует возможность, ну, как бы, любого эволюционного, в том числе, развития. А человек изначально созданный Богом, он не должен видоизменяться. Наоборот, мир возле него должен быть таким, чтобы под его неизменную структуру развивался он как внешняя система. И получается, что вот здесь именно фундаментальный план управления – это есть личное восприятие человека. То есть Бог воспринимает всех людей сразу одновременно, при этом каждый для него отдельная личность. Да? Он видит знания, переданные конкретному человеку, и каждая личность для него совершенно уникальна, совершенно, ну, скажем так, уважаема или там, глубоко уважаема, и при этом он видит вот эту вот, ну, полноту, что ли, вот, некую гармонию такую по отношению к личности, и личность имеет гармонию по отношению к Богу. То есть он дифференцирует человека, получается, по принципу, ну, как бы макроуважения, так скажем, по большому счету. То есть как выразить структуру уважения? Это значит, его как можно уважать? Надо его полностью знать, да? Ну, технологически, скажем. И поэтому, исходя из этого, вот именно умение знать все про человека в действии, да, это и есть гарантия его, ну, вечного развития как вида, неизменного вида. Ну, как субъекта, скажем, реальности. И получается, что, исходя из этого, один человек должен абсолютно все знать про другого. Тогда для человека это и есть фундаментальный уровень. Не в плане там, мышления, не в плане даже его действий, потому что существуют этические нормы там, контроля, а в плане все о человеке как таковом. То есть, с одной стороны, это есть общее знание, ну, фундаментальное знание вообще о человеке, да? С другой стороны, это все-таки личностные характеристики. И как можно, например, не контролируя там перемещение физически, да, где он находится, не контролируя мышление, но все о нем знать. Такой же принцип, как в фундаментальном уровне пространства, где есть действие до активного действия души, да, человека, что любая информация имеет одно и то же значение. То есть вы понимаете, о чем речь, но вы при этом не дифференцируете объект. То есть вы имеете одну и ту же информацию, которая говорит о неком действии, да, одном каком-то, или просто воспринимаете это пространство управления, но при этом вам не обязательно дифференцировать, куда человек пошел, что он думает и так далее. Вы и так все знаете. Как вот Бог, например, знает все обо всем. Это не значит, что он там каждую молекулу держит в памяти и изучает. Просто он знает. Да? Знание – это есть универсальный критерий фундаментального управления, получается. Именно значит, распределенное, ну, в структуре действия там, человека, человечества, Бога. И в каждом случае знание имеет векторную структуру, оно передается, например, от Бога к человеку, и это совершенно все видно. Вот если научиться в чистом виде в этом плане фундаментального управления рассматривать, как перетекает знание, очень четко видно, где Бог находится, как он там выглядит, куда он ходит и так далее. И как он передает знания людям. То есть вот знание как фактура действия. Да? Ну, например, если мы проводим анализ какого-то мероприятия, то как распределяется информация, да, как таковая. В данном случае информация – это и есть знание. То, что мы можем узнать, что может быть передано. Не всякая информация является знанием. Может быть просто некое восприятие. Информация есть знание. Ну, это, в принципе, конечно, знание как таковое, что есть некая оптическая система. Я имею в виду знание в своей полноте. Знание, где внутри системы есть знание о любой другой системе. То есть, что есть, например, истинное знание, если так вот поставить вопрос. Это очень
принципе, простая задача ответа на этот вопрос. В каждом элементе знаний есть ответ на любой другой вопрос. Тогда, получается, человек, погружаясь как бы вот в эту некую там реку, или там, так можно образно выразиться, или значит, там, озеро, не суть важно, да, знаний, некий объем, но именно близкий по консистенции к структуре воды. Вот опять же можно приблизить свое восприятие к структуре аналогии. То есть, например, похожее движение на воду, но это не вода, да? Перетоки такие же, также двигаются, но это знание в вашем восприятии. Ну, можно сделать, например, в виде огня, там, да, там, или каких-то стихий, там, земли, там, воздуха и так далее. То есть мы можем считать, что воздух содержит знание, но при этом мы имеем знание, да, а воздух отсюда репродуцируется. Тогда возникает вопрос, что является первичным, сами знания или, например, материальный объект. Знание как структура, которая несет объект, или все-таки сам объект, да, огонь, например. Но по большому счету мы можем эту матрицу знаний взять и изъять из пространства, воздуха, огня, земли или воды. И мы видим, что вода начинает, например, да, в первую очередь, как бы просачиваться или там, проливаться. То есть мы можем матричную структуру изъять из любой системы, но при этом мы видим, как какая система как бы начинает расформироваться. Вот это и есть принцип расформирования негативных событий. Умение изъять матричную структуру, при этом события расформировываются, но внешнее пространство, оно все-таки остается неизменным. То есть пространство именно фундаментального плана управления. И когда вы начинаете видеть управление такое, что, ну, собственно говоря, нам же нужен конкретный результат, нам нужно получать управление, ну, потому что вы там его как-то прослушиваете, потому что у вас есть какие-то конкретные задачи, то здесь получается, что вот работа в следственной системе тоже имеет следующий фундаментальный признак, что следствие — это все-таки решение вопроса. То есть если начало некой проблемы, ну, значит, мы зафиксировали, то все равно решение должно существовать в следственном плане. И возникает тогда вопрос, как сделать следственный план фундаментальным, чтобы и решение, то есть решение проблемы, было все время в пространстве фундаментального действия. То есть в этом случае благоприятное решение влияет на всю реальность, и мир от этого улучшается. То есть тогда мы должны суметь следственную систему, следующую обязательно привести как бы в специальном уровне управления, привести в фундаментальное действие. Тогда получается, что мы вот имеем как раз-таки уровень фундаментализма на уровне начального, там, текущего и конечного действия. Но когда мы все сводим в однотипное пространство, да, по большому счету в бесконечном действии начало замыкается с конечным действием. То есть получается, что человек, опять же, перед тем, как начинает действие, он видит окончание. Ну, он может, конечно, догадаться или там за счет ясновидения увидеть окончание, но вот как сделать так, чтобы окончание действия, так скажем, было очень жестко как бы зафиксировано на самого человека. То есть фактически ведь Бог перед тем, как делает действие, Он точно знает, чем действие закончится. Это такой же принцип, что возникает некое такое кольцо, колесо некое, да, и начальное действие попадает в структуру такую, что конечное действие, по крайней мере, видно. Так вот, это действие можно совершить в условиях, когда мы имеем уровень практически такой, что ваше личное начальное пространство действия обладает теми же свойствами, что и по пространству конечного действия. Самый простой вариант — человек. Что он сейчас человек, что он там через секунду или там миллион лет, он такой же. По большому счету, форма человека всегда содержит объединение начального и конечного действия. И, в принципе, ведь человек сам воспроизводит себе действия, сам, например, да, придумывает или какие-то возникают вокруг него задачи, и он же и решает. То есть все как бы
на уровне информации решается внутри конкретного человека, который участвует в каком-то действии. Значит, человек, с точки зрения такого анализа ситуации, есть вот это вот самое абсолютное пространство, так скажем, да, управление, сам человек, внутри которого на уровне информации происходит достаточно много систем. То есть все действия происходят внутри человека, по большому счету. Все информативные действия. Значит, получается, что с точки зрения, там, например, того же процесса воскрешения, да, речь идет о том, что человек просто-навсего начинает снова себя воспринимать тогда, в целостности, и все. Тогда он живой. И любой процесс некого заболевания, так скажем, это опять же тоже процесс внутреннего состояния человека. Прежде всего для него самого, потому что в этом случае он становится так же, как Бог в мире, он действует в единственном числе. Как только человек осознает, что все процессы находятся внутри его понимания или действия, то есть осознает единственность собственную, да, хотя он, конечно, в этот момент понимает, что люди и различные системы управления — это также, собственно говоря, такие же равнозначные системы, да, как минимум. Но вот именно осознание автономности действия, это есть, по аналогии с тем, как действует Бог, это есть уровень, который сразу же позволяет, в общем-то, понять, так скажем, мышление Бога именно в бесконечном развитии. То есть Бог, который один, да, един, и Он хочет что-то реализовать, чтобы Бог вообще понял, с точки зрения логики человека, что Он один. Понятно, что Бог и так все понимает, но вот как Он по человеческому уровню должен понять? Он тогда должен взять и все явления реальности ввести внутрь своей системы управления, в себя, да? Тогда он поймет, что он один, например, делает все управление. И исходя из этого возникает тогда нюанс, а как же, предположим, какие-то вещи, которые некорректно выражаются в пространстве управления, там некие катастрофы и так далее. Дело в том, что в этом случае, существует принцип пролонгированного действия в следующую систему. То есть, например, одна автономная система, где все хорошо, человек все контролирует, ему нужно, предположим, сконтактировать со следующей системой, например, что-то сказать другому человеку, передать слово, да, какое-то. Вот здесь вот возникает уже внешнее пространство управления. И вот здесь уже имеет значение воля другого человека, то есть насколько она активно выражена и сопоставлена с его действием. То есть Богу, в принципе, в этом плане получается проще. Он один, он захотел, сделал управление, все. Для человека нужно согласовывать, взаимодействовать и так далее, и так далее. И все будет зависеть еще от того, какая сила там за другим человеком, да, стоит, или за другой системой, не обязательно человеком. И получается, что, исходя из этого, Бог все-таки всем дал одинаковую волю, одинаковую свободу действий. Вопрос стоит только в уровне действия, технологичности или опережения какого-то негативного действия. Вот получается, кто созидательно мыслит и развивается, тому возможность получить знания все-таки больше дана, реально, по сути, в любом случае. И у него стоит только задача, в общем-то, организации больше других даже людей, чтобы они могли участвовать в процессе макроуправления, макросозидания. Так вот, когда я говорю, например, о всеобщем спасении, то, в принципе, это конкретное пространство управления, то есть оно всегда, кстати, одно и то же. И когда это пространство начинает реализовываться именно внутри самого себя, да, внутри самого себя, мы понимаем, что да, вот макроспасение, оно наступает, обязательно наступит и так далее. То есть мы гарантируем этот процесс. Но только в том случае, если это неразрывное пространство, и это, кстати, вот даже не похоже, это, в общем-то, не как не конкретно, как в математике, некие области автономные. В данном случае я говорю о пространствах, которые существуют объективно, их можно замерить, просветить цифровыми системами, и так далее, какими-то методами объективизации. Это то, что существует в этом мире. И я просто объясняю логику
что внутри автономного именно процесса можно объяснить, что действительно мы имеем дело с тем, что именно автономная область позволяет контролировать процессы как вокруг нее, так и внутри. Да? То есть почему Бог един и Он один? Потому что тогда мы точно знаем, что картина мира устойчива, и мир будет бесконечно развиваться. Потому что если бы мы имели дифференцированную там какую-то другую иную картину, то мы бы не рассмотрели тогда автономного, именно как бы самодостаточного уровня управления для всех систем реальности. И вот здесь вот возникает основной вопрос при знании, при умении там управлять как бы различными ситуациями автономно или там, может быть, не автономно, там, в связи с другими системами, каким образом все-таки фундаментальный уровень, да, во всех как бы позициях, проявлениях вывести как, ну, какой-то прагматический, совершенно прагматичный уровень или инструмент управления. Так вот, если мы говорим об управлении именно в качестве того, что инструментом управления является фундаментальный уровень, то есть уровень именно фундаментальный, как инструмент я рассматриваю, значит, то здесь можно вывести такую позицию, что ведь фундаментальный уровень, по сути, он таков, что мы можем из него сделать любую другую конструкцию управления, ну, как бы следственную, да? То есть мы можем сделать его, оставить также в фундаментальном плане управления, ну, как бы сдвинуть в пространстве, передвинуть как бы оптику управления. То есть совершить некое действие, которое осуществляет реализацию системы. Так вот, когда мы начинаем передвигать как бы мысленно, там, усилием воли, то реализация происходит именно опять в пространстве унифицированном, где все свойства пространства равны. То есть действие происходит так, что конкретно есть влияние Бога, действие Бога. И когда вы начинаете видеть процесс управления, идущий, например, от действия Бога, то мы видим, что вот это так называемое универсальное пространство управления с точки зрения фундаментализма действий, это есть действие, которое изначально начинается и идет от Бога. Логически это понятно, но мы можем видеть, как это происходит в этой системе управления. То есть как действие там, руки или там, тела Бога или мысли Бога воспроизводит конкретное унифицированное пространство. Получается, что все движение, вот, внешнее там, да, движение, это есть все-таки действие движения Бога, да, по отношению к человеку, получается. То есть человек воспринимает действие Бога, и при этом он практически воспринимает, ну что ли, самопостроением занимается, как бы смотря на Бога, вот, на уровне информации. То есть для него каждый элемент реальности, он совершенно четко дифференцирован, он может смотреть на Бога, видеть его там внутреннюю структуру, да, внешнюю, и человек занимается, в принципе, самопостроением. То есть как он это делает? Он просто в этом уровне управления приобретает свойства взаимодействия с однотипным пространством. Вот чтобы какая-то система взаимодействовала с другой, нужны какие-то механизмы взаимодействия. Если механизм другой системы универсальный, то есть он не отличается при любом сочетании событий, то человек начинает приобретать свойства этой системы. И вот построение организма человека происходит на уровне взаимодействия с одной абсолютно статичной системой, через которую сразу же есть Бог. И вот когда мы вот эту, ну, мы ее назвали там, например, такой термин я ввел как через который, да, через эту систему. То есть вот эта система именно универсальное пространство при любом сочетании событий, обладающее одними и теми же свойствами, функциями и так далее. Но почему такое пространство существует? Потому что Бог изначально дающий импульс, он же вечный и дающий, например, вечное развитие, он, конечно, такое универсальное пространство от себя обязательно передает, потому что от Бога возникают все явления реальности. Значит, это пространство должно содержать все явления реальности. И, следовательно, ясно, что при контакте с Богом, а Бог сам определяет все явления реальности, пространство постоянно и как бы индуцирует, да, создает эти явления.
Но человек же свободен, его же не может там создать некое пространство, там, непонятно, да, какое и где взятое. Так вот, получается, что человек может, когда от Бога пространство понятно, когда пространство переходит к человеку, то надо определить свойства. Человек может взаимодействовать с таким пространством, если он, ну, как бы абсолютно защищен, то есть он является частью этого пространства. Он неразличим, он такой же, да, это его же среда, она для него не опасна. Тогда получается, что человек занимается самопостроением, да, как бы всегда в первичном действии Бога, в начальном уровне дела, да, в начальном уровне действия, в принципе, в фундаментальном уровне. Вот мы, наконец, здесь уже пришли к тому, что человек находится в центре мироздания, в фундаментальном уровне, и этот уровень постоянно существует. И только следственные системы, опять же, я здесь уже на эту тему повторюсь, то, что я сказал, они воспринимаются как системы вывода от фундаментального уровня, и поэтому, собственно говоря, статичное вот положение, да, человека как такового в пространстве действия становится понятным, когда человек воспринимает Бога. Вот тогда он мыслит, думает и находится в фундаментальном пространстве. И вот это вот восприятие личности Бога как, ну, бесконечного уровня, да, это есть, ну, во-первых, это для человека, в принципе, на самом деле бывает, что это легко, нет, не обязательно, что это сложно или надо напрягаться, но здесь существует такой, ну, как бы правильный, что ли, для восприятия уровень, который необходимо, ну, воспринимать или которому необходимо следовать, что здесь уровень восприятия человека должен быть таким, по большей детализации, что он должен четко понимать, что объект, который он воспринимает, одинаково воспринимают все другие люди. И вот когда он начинает и это понимать, то получается, что его фундаментальный уровень уже, ну, как бы базируется, да, находится на уровне действия других людей, на уровне их восприятия, на уровне их желаний, там, да, на уровне их свободы воли. И тогда получается очень четко видно, как какой-либо объект реальности строится за счет коллективного сознания людей. Это прямо видно в ленточной фазе. Можно взять и рассмотреть, как в коллективном сознании, например, проявлено действие какого-то региона, там, какого-то уровня управления или там, какой-то группы даже людей. И получается, что когда вы здесь таким образом рассматриваете управление, то здесь видно, что в фундаментальном уровне управления любой уровень коллективного сознания может быть использован или там, применен для, например, созидательного вечного развития таким образом, что вы берете и фактически через ну, некий пласт, да, управления попадаете в любую другую область. То есть мы имеем дело с неким центром тогда, через который можно выйти в любую другую систему управления, которая контактирует с этим центром, да, по своей инициативе. И тогда получается, что этой системой можно управлять. То есть можно избежать практически, ну, по сути, любого конфликта, если суметь систему выровнять в уровень, опять же, начальности действия. То есть перевести систему до действия, то есть в пространство, как я сказал, люди находятся в пространстве до начала действия, активного действия души в физическом теле. И получается, что тогда конфликт уже будет расформирован. Да? Особенно это важна такая система, методология в случаях, когда речь идет, ну, возможно, там, ядерной угрозе и так далее. То есть умение значит, рассмотреть действия до первичного плана, то есть фундаментальный уровень, вы находитесь там, где действие не совершено, вы всегда управляете. То есть в прикладном смысле фундаментализм в процессах управления – это умение как бы предуправлять, умение организовывать действие до его совершения и умение контролировать действие, ну как бы события держать на нити, на пульсе, да, умение события притянуть в нужном структурном уровне ближе к своему уровню управления. И таким образом фундаментальный план управления – это есть объединение восприятия человека на фундаментальном уровне и одновременно фундаментальное действие Бога для человека. То есть человек должен распознать это действие
во всем, ибо любое действие Бога — это фундаментальное действие, кстати, для человека. Тогда получается, что это одновременная система распознания, значит, и также и более эффективного управления для человека. То есть система распознания того, как Бог дает технологии фундаментального плана управления в любом своем действии, в любом явлении, да, это значит в любом явлении мира, вообще говоря. То есть это фундаментальное сознание всех связей, процессов, это, вообще говоря, нахождение в уровне фундаментального плана, а это на самом деле это всеобщая гармония, это максимально быстрое действие, и это, в общем-то, мысль и действие в этом случае именно созидательного плана, это часто, а бывает, что всегда одно и то же. То есть можно поставить мысль там, вечное развитие, в этот момент он вечно живет. И можно гарантировать, что когда в таком уровне он находится, он может сделать свой собственный уровень гарантии, что тогда он может вечно жить. Вот эта внутренняя его гарантия, это есть тоже макроуровень управления, макродоступ. Для этого просто нужно уметь делать личное восприятие фундаментально. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.